Декабрь – это отличное время для того, чтобы провести его в кругу друзей за приятным ужином. В Великобритании несколько десятков кафе и ресторанов, где можно отведать блюда восточноевропейской и русской кухни. И все же самый популярный, наверное, это Марья Ванна, который расположен в Найтсбридж. Ресторан уже готов к празднованию Рождества, поэтому украшен соответствующим образом. Здесь вам и заметенные снегом окна, и сани, и, конечно же, елка. Давайте же поужинаем здесь с вами вместе. Колоритный старорусский декор встречает вас прямо со входа, где вы попадаете в прихожую советского времени со старым телефоном, подвешенным на стену велосипедом и множеством кружевных накидок. Не очень часто, но довольно регулярно я ужинаю в этом ресторане, и именно сегодня меня посадили за самый старый, неаккуратно выглядящий стол, за который, конечно, гостей сажать не стоит, на мой взгляд. Меню также отпечатано не на беленой бумаге, на манер советской, очень стилистически уместной. Блюда здесь как раз все самые любимые. Тут вам и соленья, квашеная капуста, маринованные грибы, пироги, хачапури, фаршированные блинчики с мясом, блины, супы куриные, борщ, солянка, вареники, пельмени, стейки, бифстроганов, колбаса, голубцы, стерлядь, котлеты, рыбные, куриные, гарниры, гречка с грибами, овощи, картофельное пюре, жареная картошка с грибами. Ну и, конечно же, десерты. Тут и медовик, и наполеон, и вареники с вишней, и сливочное мороженое. В ожидании заказа давайте посмотрим на антураж. Он здесь очень душевный, каждая мелочь видно, что продумана. Стеллажи с закатанными консервами, заботливо укрытыми кружевами, бесчисленное количество портретов. Люстры здесь, конечно, это моя особая любовь. Они недаром сделаны в виде платков. Именно так в начале 19 века украшали люстры. А эта модель старорусской печи, конечно же, немного на новый лад, выглядит очень красиво, и ее легко протирать таким образом. Посмотрите, какая красота, настоящий винтаж. Такой советский, старорусский, ламповый винтаж. Перед трапезой, как водится, нужно помыть руки, поэтому пройдемте с вами в женскую уборную. На стенах можно почитать вырезки из советских газет. Тут вам и голоса подруг, и какие-то вырезки модных газет, прически. Ну, довольно очень душевно, по-советски. Интересно посмотреть, что было десятки лет назад буквально. Раньше в самой уборной транслировалось радио с советскими сказками. Это было одним из самых приятных моментов посещения этого ресторана. Но теперь его выключили. Тем не менее, само помещение выглядит очень колоритно. Догадались, зачем нужна эта набитая панель? Это советская игольница. Это, конечно же, авоська. Конечно же, везде вот эти кружевные накидки, они такие очень дающие ощущение той самой старины, когда это все еще вышивалось руками и украшалось. Ну и, конечно же, я не могу не показать вам эту заветную комнатку
с туалетом, потому что действительно такого мало где можно встретить, в том числе шторы, каждая мелочь, опять же, продумана. Видно, что все это сделано в таком винтажном стиле, даже потолок, эти самые небольшие тайлс, которые наверху вы можете видеть, очень симпатичные. А кто это тут у нас? Давайте посмотрим. Узнали ли вы этих актрис замечательных? Здесь также раньше была книга с советскими советами хозяюшкам из советских времен, но ее тоже убрали. А посмотрите на эти замечательные самовары. Мне еще довелось попробовать чай из настоящего самовара, но, конечно, он не был таким красочным, обычным домашним самоваром. Это очень добавляет колора этому заведению. Официанты здесь разные. Некоторые очень душевные, некоторые не очень хорошо говорят по-русски, не понимают, что вы говорите, забывают о том, что вы попросили счет, приходится просить снова. Девушка, которая обслуживала меня в этот раз, стояла практически закатывая глаза в нетерпении, пока я перечислю заказ. Но с другой стороны, советский сервис в ресторане в советском стиле. А это приятный комплимент от заведения, которое вам дается бесплатно. Зато сами блюда здесь просто отменные. Не было ни единого раза, ни одного блюда в этом ресторане, который не доставило бы мне настоящее удовольствие. Великолепный борщ в огромной тарелке, также в советском стиле, с тающей во рту пампушкой. Пюре невероятно вкусное, насыщенное. Грибочки также подаются большой порцией. Пирожки из тонкого пышного теста. Начинка просто тает во рту. Ну что, пора расплачиваться, и приносят счет в книге русского писателя. А какие ваши любимые блюда в Марьванне?